Вебинар по эзотерике. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, руководитель эзотерической школы Кайлас. Ряд вопросов, которые вы задаете мне прямо сейчас онлайн, а также ряд вопросов, которые я выписал для себя под постом, который опубликовал в Facebook. Это вопрос, какой вы хотите озвучить вопрос или какой вы хотите задать вопрос. Было опубликовано около, наверное, 300 или 200 вопросов. Итак, первый вопрос, он звучал так, и который я бы, наверное, хотел сегодня озвучить. Он звучит так. Как мне быть, столкнулась со сложными отношениями в семье? Отец, дочь между собой ругаются, дети между собой ругаются. Также у меня есть проблемы между подчиненными, они ругаются между собой и со мной и так далее. Существует ли какой-нибудь обряд или метод, который может помочь очень быстро всех примирить? Можете ли вы подсказать? Конечно же, конечно, я сделаю это с большим удовольствием. Такой обряд существует, выполнять его очень несложно. Как быстро помириться с человеком? Раз. Как помирить между собой детей? Два. Как примирить между собой человека, который обижается, с человеком, на которого он обижается? Как сделать так, чтобы они даже на расстоянии начали друг друга любить, помирились, начали друг к другу хорошо относиться и так далее? Конечно, это все существует. Есть такой обряд, я о нем уже многократно говорил во время проведения своих вебинаров, тем не менее вы не хотите его запомнить. Давайте еще раз сегодня его скажу. Вот смотрите, перед тем как человек, или слушайте, перед тем как человек, допустим, приходит домой и знает, что дома его ждут с напряжением и возмущением, и возможно должен сформироваться и проявиться скандал, как он может магически повлиять на то, чтобы этого скандала не было? Я могу вам сегодня еще раз это сказать. Он должен представить, будто он заходит в квартиру и обнимается очень крепко с теми людьми, которые дома находятся. При этом он представляет, будто они прижимаются лицом или очень крепко его обнимают, или даже целуют. И после этого звонить тут же, и тут же будет примирение. Также необходимо и всех не любящих друг друга людей примирять между собой. Я представляю одного человека, который ругается, допустим, дочь, и отца, который ругается на дочь. И после этого я представляю, как они подходят медленно друг к другу и обнимают друг друга очень крепко. Не нужно представлять, будто они друг другу что-то говорят, как это необходимо делать. Раз представили, будто они встали, два представили, будто они обнимаются, три забыли об этом. И сделать вот таких, я их назову подходов, 3 или 4 или 5. Это и называется метод обнимашек. Вот таким образом, обнимаясь, можно научиться эзотерически влиять на тех, кто к вам плохо относится. Допустим, у вас есть человек, который должен подписать какой-то документ. Вы представляете, будто вы с этим человеком встречаетесь и крепко обнимаетесь. После чего входите к этому человеку, он подписывает ваши документы или идет на просьбу, которая должна быть. То есть, если вы хотите ориентировать мир на то, чтобы мир хорошо к вам относился, необходимо представлять того человека, который плохо к вам относится, как человека, который искренне вас обнимает и прижимает к себе. Вот так. Очень удобно это делать, очень рекомендую. Андрей Андреевич, чего мне ждать от будущего, если... это мой, наверное, такой ключевой вопрос. Из-за него мне прямо хотелось сегодня начать данный, наверное, семинар. Как человек вообще формирует будущее, что ждет человека в будущем. Обычно в случае, если человек позитивный, то его ждет будущее прекрасное. Если человек не позитивный, его ждет непрекрасное будущее. Ну и, наверное, хотелось бы сказать несколько слов вот о чем. Мир, как я уже говорил на одном из семинаров, связан с вечной войной. И противоборствующие силы в этом мире, в большинстве своем, это силы добра, или я их по-другому назову силы тьмы. Силами, вернее, силы добра, силы света, я извиняюсь, что оговорился, силами тьмы, силами зла. Люди, которые живут в этой жизни, они добровольно для себя выбирают свою программу. Это программа, при которой они становятся воинами света, либо воинами тьмы. Тем самым постоянно происходит борьба сил тьмы и сил
света. Очень часто обычные люди, которые живут самой лучшей, самой хорошей жизнью, они очень часто являются борцами за тьму. Большинство из нас, людей даже сегодня смотрящих данный вебинар, и даже учеников школы, и даже, не знаю, высокодуховных людей, религиозных людей, патриархов даже каких-либо, академиков, являются носителями тьмы и являются людьми, которые с пеной у рта добиваются всего для того, чтобы разрушить тот мир, в котором мы живем. Как это происходит и как определить, на чьей вы стороне? На стороне вы все-таки добра или вы на стороне все-таки зла? Что такое быть на стороне света? Это быть на стороне радости и получать удовольствие от того, что вокруг вас радость вы сеете. Человек, который сеет радость и видит, что от того, что он сеет радость, радость проявляется, является источником света, является человеком, который является воином света. Источая радость, источая свет вокруг себя, этот человек вокруг себя сеет плоды и сеет зерна радости. Там, где есть свет, там всегда будет свет. Свет и радость между собой связаны. Быть источником страдания — это быть человеком, который следует тьме. Такой источник страдания, он радуется от того, что он страдает сам в себе и получает удовольствие от того, что вызывает страдания в других людях. Как это происходит? Ну, то, что в себе человек страдает, это ладно. То есть человек начинает это страдание в себе культивировать, ищет всевозможные элементы, чтобы страдать. После этого он вокруг себя начинает сеять тьму. Как он это проявляет? Давайте я сегодня еще раз вам скажу. Он это делает с помощью критики, ругани, выяснения каких-то идей, обмана, некомпетентных высказываний, желания столкнуть людей друг друга лбами, опорочить другого человека, сказать наоборот, сгустить краски, навеять тревогу, навеять какую-нибудь гадость. Это все доставляет такому человеку наслаждение и радость внутреннюю. Такие люди в дальнейшем, они обязательно страдают. То есть они болеют, очень страдают в своей жизни. Я это часто вижу. Хороший чат, хорошие люди, они там живут и, в общем-то, у них все хорошо. Но обязательно кто-то начинает находиться среди учеников школы и так далее, и начинает этот человек нести смуту. Какую смуту? Что-то должно произойти, что-то должно случиться. Но если ты считаешь, то пусть это будет в тебе. Зачем же ты сеешь эти темные зерна, чтобы они прорастали? Ведь темные зерна, которые прорастают в других людях, делают все для того, чтобы захватить этих людей радостных и превратить в них, вновь сделать из них темных людей или источников, или как воин зла человек пытается вокруг себя вот такую смуту все время создавать. Все радуются, нет, необходимо столкнуть лбами. Необходимо все время ковыряться в себе, для того, чтобы найти, в чем кто его обидел, в чем кто-то виноват, почему он такой страдающий. После этого недостаточно. Он переходит в интернет и начинает писать, что вот эти плохие, вот эти. Ну откуда вот ты знаешь, что они плохие? Ну какая тебе разница, кто там плохой? Обязательно, вот я знаю точно. Ну откуда ж ты знаешь точно? Ты что там на периферии находишься? Откуда у людей берется столько желания сеять зло? Вы мне скажите, товарищи, те люди, которые меня смотрят, напишите в моих комментариях под этим видео. Почему появляются в мире люди, которые начинают постоянно писать какие-то гадости кому-либо, которым не безразлично, которые все время куда-то лезут? Обязательно, вот знаете, как иногда пишут там, он зарабатывает много денег. Что ты мои деньги считаешь? Эти люди плохие. Откуда вот ты знаешь, что они плохие? Да вы не знаете этого человека, он негодяй. Ну почему ты считаешь, что он негодяй? Ну, где берутся эти люди? Вот уже чат у меня созданный, там все нормально в этом чате, я смотрю в него, и после этого, вот давайте посчитаем, вот давайте там накажем, вот давайте кого-нибудь, давайте там еще что-то сделаем. То есть людей лбами сталкивают. С этими коронавирусами тоже. Коронавирус очень понятно, почему произошел.
Сделай все в стране, чтобы страна перестала работать. В этой стране будет падение материально. И после этого, допустим, там в России и в Украине, в случае, если они поражены коронавирусом, и после этого показать для всего мира, что они поражены, можно после этого попросить у Международного валютного фонда, у каких-нибудь организаций деньги для того, чтобы эти деньги в дальнейшем использовать в виде кредита. При этом сказать, что мы эти деньги взяли, потому что у нас был коронавирус, потому что вся страна попала, и там где-то это так выглядит. При этом будет один пострадавший или два пострадавших человека, а на самом деле этого не будет. Почему коронавирус появился и что это такое? Коронавирус появился, и одна из целей появления коронавируса заключается в том, чтобы в странах, которые очень активно развиваются, создать состояние, при котором в этих странах произойдет экономическое падение. В тот момент, когда произойдет экономическое падение, заставить эту страну взять кредит под проценты, чтобы восстановить свою экономику, без того разрушенную. Ну и какими деньгами они возьмут? Подумайте сами. Они возьмут евро, они возьмут доллары. А для того, чтобы выдать евро, их просто нужно напечатать. Для того, чтобы выдать доллары, их просто нужно напечатать. Тем самым, просто напечатав деньги и передав это в виде кредита, можно забрать в дальнейшем в виде там чего-то материального и так далее. А почему страны, в которых там нет ничего, делают это? Потому что в этих странах падение, и им никто не хочет давать кредит. Им достаточно объявить, что у них коронавирус, как у всех, после этого показать вид, что все закрылись и все переболели, обвалить свою экономику без этого обваленную, и после этого сказать: мы тоже пострадали, нам тоже деньги нужны, вы же этим дали, давайте и нам. Конец. А люди не имеют значения. Почему? Я считаю, те люди, которые находятся у власти, в большинстве своем, люди, живущие и нацелены на то, чтобы делать все для того, чтобы быть против населения. Ну, я ни при чем. Я вообще против любой власти. Я за людей. Но я к этому не призываю. Я не призываю власть свергать, пусть они сидят, лишь бы людей не трогали. Итак, вернемся все-таки. Люди, которые идут по принципу источников страдания и получают удовольствие от страданий своих и чужих, этих людей мы постоянно видим. Это люди, которые постоянно кого-то лбами сталкивают, обязательно делают какие-то пакости, обязательно находят идеи кого-то опорочить, сказать наоборот, сказать не то, что они думают, а специально зная, что это сделает там между людьми скандал, сгустить краски, принципиально они идут на это, навеять тревогу среди людей, ложью каким-то создать конфликт. Создают они этот конфликт принудительно, это люди тьмы. Они уже страдают, они вокруг себя сеют эти страдания и делают все для того, чтобы окружающие люди страдали. Мне очень не нравятся ученики школы, которые в чатах там начинают: ты порчи, зачем ты сеешь зло в человеке? Я их сегодня поудалял из своих групп. Естественно, такие люди, которые это сеют, находят таких же людей, которые их поддерживают. А это кто такие? Это самые настоящие подельники, люди, предатели света. Я хочу вас попросить, выберите для себя окончательно или наконец-то концов, вы на чьей стороне. Вы на стороне все-таки людей, которые сеют радость в своей семье, в середине себя, вокруг себя. Вы сеете радость или вы сеете смуту? Если люди сеют смуту, они являются людьми тьмы. Не напрасно в средние века таких людей люди такие даже имели название, их называли черные люди, чернью. То есть люди, которые не могли между собой помириться, они все время сталкивали друг друга лбами, они все время друг друга там обижали, обманывали, подкалывали, ябедничали, наклепы делали. Это были времена смуты, понимаете, средневековой смуты. Зачем это делать сейчас? Вы на чьей стороне? Вы воины света или вы воины зла? Давайте проявлять радость в жизни. У вас же нет в доме сейчас коронавируса. Зачем вы о нем разговариваете? Что вы его обсуждаете? Сколько можно? Стойте на стороне добра. Будьте источниками света. Создайте доброту в середине себя. Расцветайте, распуляйте, я не знаю, разбрызгивайте доброту. Пусть дети радуются от того, что вы проснулись. Пусть близкие, наоборот, успокаиваются рядом с вами. Обнимайтесь, целуйтесь. Весна ведь на улице, прекрасно. Откуда у вас столько вот гадостей?
Люди света, будьте людьми света. Вернемся к нашей теме. Поэтому я еще раз хочу сказать, что мне ждать от будущего, если вы позитивный человек, испытываете радость и создаете радость вокруг себя, и в сердце у вас радость, то будут только хорошие состояния в вашей жизни. Если у вас тяга, вам физически плохо от похмелья, вам нравится страдать, вам нравится заставлять страдать других, то в вашей жизни будет все плохо, несмотря ни на что. Андрей Андреевич, у нас в Италии коронавирус, все в панике. Как избавиться от паники, как можно избежать этого и не поддаться панике? Отвечаю, если вы в жизни не можете получать удовольствие, то измените свою жизнь так, чтобы получать от нее удовольствие. Если паника и вы вынуждены находиться дома, то находитесь дома, примите ванну. Это повод для того, чтобы похудеть, не ходить там куда-то, повод для того, чтобы отдохнуть. У вас деньги не зарабатываются в это время, там, а аренды растут, а деньги не зарабатываются, и вы попадаете в финансах и так далее. Если вы не можете это изменить, то получайте от этого удовольствие. Отдохните вместе с семьей, пожарьте шашлыки, ничего страшного, дальше будет дальше. Жить нужно сегодня, потому что дальше может не быть. Ни один человек не застрахован тому, что он завтра может просто не проснуться. Именно поэтому ценить необходимо тот момент, в котором мы живем. Радуйтесь этим моментам, они кратковременны. Люди считают, что они будут жить в своей жизни всегда. Это самая большая оплошность и глупость, которая вообще может прийти в голову человека. Помните, каждый человек смертен. Поэтому, как бы вы ни стремились к тому, чтобы жить вечно, что бы вы ни делали, помните, вы все равно когда-то умрете. И каждый ваш следующий день вашего возрождения из сна, и следующий день ваш, это ваш новый день. И этот день, который значительный, он значит для вас что-то, он важный для вас. Его нельзя просто так провести, клацая в Инстаграме. Он должен быть для чего-то, чему-то посвящен, он должен быть нужный, его необходимо ценить. Пусть в нем будет хоть немножко радости. Представьте себе весы. На двух сторонах весов только два элемента. Я испытываю и наслаждаюсь от страдания, я испытываю и наслаждаюсь от радости. И вот в течение каждого вашего дня ваши весы, они подкладывают монетку на сторону ваших страданий или на сторону ваших радостей. И так и ваша жизнь, она сформируется от этих монеток. То есть если у вас 100 дней вы испытывали страдания, и потом хотите за 10 дней полностью свою судьбу изменить, то так не будет. Так не бывает, потому что страдания больше превалируют в вашей жизни, чем радость. Алкоголизм и наркомания, что с этим делать? В любом случае не отказывайтесь от такого ребенка, который у вас алкоголит или наркоманит. Я уже давал в свое время эзотерические практики, особенно на прошлом вебинаре, и говорил о том, что необходимо ругать. В эзотерике есть такое понятие, как одушевление. Представьте человека пьяным или наркотически пьяным. Представьте его во всем его мерзопакостном виде. И представьте, будто ваш сын, которого вы знаете в детстве, он рядом с вами где-то находится. А перед вами, представьте, находится вот такое мерзопакостное, опьяненное, залитыми глазами, там, слюнявое, не знаю, какое-либо существо, которое вы не знаете, которое вам очень мерзко. Сядьте и начните с вытаращенными глазами громко это существо ругать, говорите: ах ты подлюка, чтоб ты сдохла, задавилась и так далее. Делайте это 20-40 минут. Если делать так месяц, то ваш сын обязательно бросит принимать алкоголь и наркотики. Скажите, это не сложно? Я думаю, нет. Это один из таких ярких и очень удачных методов, которые я рекомендую использовать. Придумал ли я его сам? Нет. Это известные методы, которые не мной придуманы, и кто их придумал, я даже не знаю. Они даже не имеют своего, наверное, хозяина. То есть это и, наверное, методы, которые используют и в Индии, и в Китае, и в Тибете, ну и наверняка сейчас в тех
как бы извращенных религиозных или оккультных системах, которые на сегодняшний день появились, о них очень часто говорят. Конечно же, если весь мир живет или выбирает место, если весь мир выбирает для себя систему быть на стороне зла, если для человека также естественно критиковать, злословить, ругаться, обвинять, искать виновных, постоянно наказывать кого-то, опорачивать, сталкивать лбами, сгущивать краски, преднамеренно, я это называю еще словом говнить, преднамеренно делать это, то после этого я начинаю обращать внимание на людей, которые являются религиозными деятелями. Не может человек, который занимается религиозной деятельностью, сгущать краски. Не должен этот человек. Почему? Он должен давать благость, благодать. Что такое благословить? Это благость дать другому человеку, это дать человеку веру, надежду, любовь, что все будет прекрасно, что не стоит расстраиваться, что Бог Создатель нас спасет, что есть помощь, она в Боге там, и так далее. Нет, все будет плохо, они хотят там... Ладно. Выбрали для себя, на чьей мы стороне, на стороне воинов света или на стороне воинов тьмы. Цель коронавируса — это диверсии на страны, которые во время вируса теряют огромное количество денег. После этого вынуждены брать в органах займы под проценты, которые в дальнейшем отдаются. От этого страна становится более бедной. Такие люди есть в правительстве, они создают панические настроения среди людей. Далее. Мужчина спрашивает, почему у меня в жизни получается плохо предпринимать? Сейчас, одну секунду. Давайте уже я прочитаю. Почему у меня в жизни получается плохо предпринимать? Я дальше более подробно рассмотрю этот вопрос. Давайте дальше. Наконец оставим. Какую профессию выбрать ребенку? Вот задала женщина вопрос такой. Мой ответ такой. Сейчас сделан сайт. Этот сайт нужно найти. Он так и называется. Сайт с перечнем и видами профессий, списком направлений. Очень удобный сайт, на нем вы можете клацать, и появляющийся кубик нажимаешь, и там перечень профессий, и сразу же написана их заработная плата. После этого ребенку можно это все показать, более активно это все изучить и дать ему информацию, чтобы он выбрал. Если вы эзотерик и пользуетесь маятником, то можете выбрать список из того, что ребенку более-менее подходит, и после этого выбрать для него направление с помощью маятника. Буду ли я счастлива с тем мужчиной, с которым я встречаюсь? Ответ мой звучит так. Женщина и мужчина не будет счастлив никогда и ни с кем до того момента, пока он не найдет радость в середине своего сердца. Поймите, это очень важно для человека. Радость в середине вашего сердца, ее нужно найти. И в случае, если человек эту радость задавил тем, что там меня не любят, на меня не обращают внимания, никому не нужна, я некрасивая, то никто обратного этому человеку доказать не сможет никогда. И начав жить с мужчиной, такая женщина или такой мужчина будут все время что-то искать, чтобы кто-то доказывал, что они все равно красивые, что они все равно нужные, что они там востребованы и так далее. И это всегда будет иметь какую-то проблему. Поэтому найти необходимо сердце в себе, вернее в своем сердце доброту, вот такую внутреннюю радость, внутреннюю сердечную радость. Где мне жить? Неважно где жить. Неважно где жить, если в сердце нет радости, везде будет плохо. С кем мне жить? Неважно с кем жить. Если в сердце нет доброты, с каждым будешь жить и с каждым будет плохо. Радости нет в сердце, будет с любым человеком плохо. Андрей Андреевич, а что вы можете посоветовать, допустим, тем, кто собирается выйти замуж, как правильно выбирать? Одно могу вам сказать на 100%. Если отношения в самом начале строятся на какой-нибудь лжи и выгоде, особенно материальной, ложь материальная, вернее ложь в отношениях делает людей служителями лжи.
При этом ложь является знаменем таких отношений. А если ложь это неправда, то отношения равняются неправде. То есть если отношения хотя бы с одной стороны, они строились на состоянии неправды и кто-то кого-то использовал, то рано или поздно вся их семья станет ложью, то есть неправдой. А если неправда, то это не так, как есть. То есть фактически семья, построенная на лжи, в дальнейшем лживая и не являющаяся семьей, она уже является ложью, то есть она существовать не будет. На энергетическом плане все, что создано под знаменем лжи, в дальнейшем существовать не будет. Именно поэтому такие семьи распадаются. Там, как это выглядит? Вот я много знаю таких случаев. Там мужчина закончил там училище, уезжать домой не хотел в деревню, ему девочка там понравилась, как он говорил, на самом деле не понравилось. Начал жить, родились дети, он начал жить с этой девочкой, начал бухать, потому что она к нему плохо относится, но он там жил, ребенок чуть-чуть подрос, после этого они разошлись. Кто виноват в этом всем? Мальчик, потому что в самом начале он выбрал девочку, не хотел он ее, то есть это не по любви, это как бы по привычке были, просто они встретились, между ними интим произошел, ему не хотелось уезжать в деревню, то есть было это выгодно, или там девочка приехала, нашла какого-нибудь мужчину, использовала, в квартире его жила, и рано или поздно это все разрушается. Все, что устроено по принципу лживости или использования, оно недолговечно, потому что все, что идет под знаменами лжи, разрушается. Как перестать думать о муже? Тоже спрашивала женщина. Объясняю. Первое, что нужно сделать. Первое, перестать его критиковать. Второе, пойти в спортзал, йогу, танцы или дома танцевать. Третье, найти что-то, о чем можно заботиться. А чего же нельзя делать в это время? Первое, ни в коем случае нельзя сидеть в замкнутом помещении. В случае, если вас бросили, замкнутое помещение для вас будет являться заточением. Сижу я в темнице сырой, скормленный на воле орел молодой, орлица молодая, скормленная на воле. Не сидите в случае, если вас бросили, бойтесь закрытых помещений, не находитесь одни, не нужно вам заточения. Второе, ни в коем случае нельзя обсуждать свои страдания в социальных сетях. Я недавно видел, вы видите эту женщину, эта женщина, она бросила своего мужа. Она гордая, это она обсудила с вами, что она бросила, а вы всем растрындели, что она бросила, и теперь она страдать будет еще больше. Почему? Расскажи миллиону, и твои страдания умножатся на миллион. Никогда ни в коем случае этого не делайте, делать этого нельзя. И нельзя ни в коем случае искать друга по страданию. Итак, первое, что нужно делать, перестать критиковать, пойти в спортзал, йогу, танцы и так далее, найти то, о чем можно заботиться. Чего нельзя делать? Сидеть в замкнутом помещении с телефоном и смотреть телевизор, обсуждать страдания в социальных сетях и искать друга по страданию. Все, конец. Если первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое сделать, то страдания о том, что муж бросил, от вас отпадут сами. Используйте. Андрей Андреевич, деньги уходят из рук, объясните, в чем виновата, может быть это жена виновата или еще кто-то там в чем-то виноват. Найдите виновных. Кстати, мне очень не нравятся люди, которые постоянно пробуют найти кого-то в чем-то виновных. Человек говорит: Андрей Андреевич, у меня все плохо, и может быть виноваты в том, что человеку плохо, виноват человек. Во всех абсолютно случаях, в том, что это была ложь, это было нежелание, это был амбициозный, это был эгоизм, это были амбиции, это было вранье, это было жестокое отношение к близким. Обычно это скомканное состояние, при котором человек, если так шепотом сказать, был в самом начале негодяем. А потом пробует, будучи сам негодяем, пробует найти, кто еще в этом виноват. И начинается, кто виноват? Кто виноват в том, что в самом начале использовали плохо и там выходили замуж за деньги? Потом он виноват в том, что он гуляет и алкоголик. Потом нет, это порчи, они на меня влияют. Очень часто это бывает. Вот обратилась женщина: у меня порчи с глаза, Андрей Андреевич, помогите. Ей говорю: не надо ни по ком ездить.
Возьмите и сходите в больницу, пусть проверят вас, эндокринолог, там, женский врач и так далее. После этого обнаружилось, что она болеет гипертоническим заболеванием сердца, ишемическим заболеванием сердца, у нее окклюзии сосудов, у нее там проявленный диабет второго типа, у нее климакс, у нее низкие прогестероны, низкие эстрадиолы, высокие тестостероны, у нее заболевание атеросклероз конечностей, вернее артериосклероз конечностей нижних, у нее заболевание позвоночника, есть хронический панкреатит, но она год ездила, искала, кто же ей поможет вырваться из этого всего. Кто ей помог? Я могу вам сказать, все эти заболевания нужно лечить. Вот если их вылечить, все заболевания, то никаких проклятий и влияний дальше не будет. Вернемся все-таки. Деньги уходят из рук. Почему? Запомните еще одну тайну, о которой я сегодня вам поведаю. Эта тайна звучит так. Деньги любят в семье тишину душевную. Для того, чтобы деньги накапливались, в семье должна быть тишина душевная, чтобы люди не бурчали в середине, не раздражались. Но если у вас в семье есть душевная тишина, вернее нет душевной тишины, деньги не будут накапливаться. Как это проявляется? Все раздражаются, ругаются, обижаются, нервничают, переживают, злятся и так далее. Вот что сейчас происходит? Люди, которые сейчас начинают злиться, переживать, нервничать, обижаться, там, страдать из-за чего-то, дома находиться, сейчас все новости, вот с надутым видом, вот у человека в душе постоянный хоррор. То есть постоянно будет состояние, ой, что-то должно произойти, что-то должно случиться, ага, она на меня посмотрела, ого, он меня уже не любит. То есть появляется душевная нетишина. Что должно быть? Я вам покажу. Я когда вечером сажусь перед телевизором, то у меня в голове, в сердце и в животе ничего нет. Ничего. Где-то радость в виде такого тепла. Почему? Я ни на кого не обижаюсь. Я ни на кого не раздражаюсь. Я ни на кого не злюсь. Я не злюсь ни на себя, ни на близких, ни на кого. Я просто сижу. Огромное, конечно, спасибо моим близким за то, что это возможно. Огромное спасибо близким, потому что мы все вместе следим за тем, чтобы в семье присутствовала вот она, самая настоящая духовная тишина или душевная тишина. Деньги любят в семье тишину душевную. Хотите, чтобы накапливались в душе, будьте спокойными, как бамбук или луна, отраженная от поверхности воды. Спамит нас какой-то человек с буквой А, ученица школы, помогите, страдаю от того, что время переживаю, что-то это происходит, все время не просто переживания, панические атаки. Может это эгрегоры, философию школы практиковать, не злюсь и радуюсь, жизнь не исключаю, занесена психическая травма в детстве, которая продолжалась и сейчас. Это у вас весеннее обострение. Это весеннее обострение. Вам необходим психиатр, скорее всего. Я знаю, что это вызовет у вас сейчас очень тяжелое нервное состояние, импульсы, вы начнете меня ненавидеть и так далее. Но я хочу вам сказать, вам необходимы препараты от депрессии или необходима помощь человека, которого называют психиатр. Ну, максимально, что я могу вам посоветовать или максимально дать вам могу рекомендацию, это использовать, допустим, там, траву зверобой. То есть можно взять зверобой, заваривать 1 столовая ложка на стакан воды, принимать там 2-3 раза в день по этому стакану. Но на самом деле вот такие письма, как правило, я вновь и вновь получаю от людей, у которых просто есть определенные гормональные сбои. Эти гормональные сбои это связано со сбоем гормонов мозга. Когда происходит сбой гормонов мозга, то что бы человек ни делал, он не может восстановиться, и это вызывает у него глубокие внутренние страдания. Обычно, если человек скатился или у человека это появилось, как вот сахарный диабет, от чего? Непонятно. Там какой-нибудь синдром, от чего? Непонятно. То есть, когда это уже появляется и имеет такую тяжелую форму, то я рекомендую все-таки обращаться уже к квалифицированным врачам, для того, чтобы врачи помогли вам.
Александр, здравствуйте, Андрей Андреевич, ученик школы. С чем связано, что сейчас наступил период, когда хочешь продолжать выполнять практики, но с утра тяжело вставать, потом собираешься и на работу никак не проснуться. Любая энергетика, которую человек из себя выпускает, то есть, допустим, ваше намерение, которое было укреплено кодами, мантрами или там, символами или еще чем-то, забирает небольшое количество вашей жизненной энергии. Именно поэтому, когда этой жизненной психической энергии вам не хватает, вы чувствуете усталость. Именно поэтому я периодически людям советую делать перерывы. Эзотерикой нельзя заниматься постоянно. Для этого необходима колоссальная психическая энергия. Психическая энергия — это энергия, которая накапливается у человека в тот момент, когда он испытывает радость или испытывает какое-то вознесенное, такое вдохновленное настроение. То есть он накапливает или отдыхает, у него накапливается состояние психической энергии. В тот момент, когда вы устали, еще и читаете коды, или читаете мантры, или там работаете энергетически, то вы еще более будете уставать. Наоборот, старайтесь доспать. Вообще эзотерика для людей, которые только начинают, она должна быть невидимой. Она может быть невидимой. То есть эзотерика может заключаться просто, прежде всего, в философии. После этого быть невидимой эзотерикой. То есть вот там обнимашки какие-нибудь, там отбелить пространство, чтобы доехать от пункта А к пункту Б, дулю там поставить какую-то, зеленой ниткой обмотаться, ну и там куча всего. То есть эта эзотерика может быть такой незаметной. Также можно там сидеть и тихонечко во время дыхания шептать какой-нибудь код там на вдохе и выдохе для денег или еще для чего-то. Таким образом можно не принципиально заниматься, вот сидя или там выделять на это время, а можно так на протяжении дня, когда вспомните в свободное время. Ответил, почему идут из рук деньги. Андрей Андреевич, я прошел 3 ступени. Почему у меня ничего не получается? Где же мой пер, о котором я мечтал? Итак, ответ мой такой. Первое. Под лежачий камень вода не течет. Второе. Для того, чтобы что-то получалось, нужно что-то делать. А для того, чтобы хорошо получалось, нужно это делать хорошо. А для того, чтобы получалось суперово что-то делать, нужно это делать суперово. Вот смотрите. Ну, сейчас я пример скажу. Ну, все-таки сейчас пример скажу. Вот. Андрей Андреевич, я занимаюсь продажей товаров на сайте. То есть я занимаюсь чем-то. Но у меня не получается их продавать. Почему? Потому что умение продавать в интернете, оно связано с тем, чтобы это делать просто или хорошо. А для того, чтобы хорошо делать это, необходимо знать, что такое контекстная реклама в самом сайте. Нужно знать, что такое SEO-оптимизация сайта. Необходимо, вот я сейчас делаю так, вот допустим, как продать товар. Вот обратилась женщина и говорит, у меня есть там 100 часов. Андрей Андреевич, у меня есть 100 часов, которые я покупаю в китайском магазине и не могу эти товары продать. Ей сразу же такой вопрос задаю. Скажите, вы когда, перед тем, как вы начали покупать там на Више или там на Алибабе или еще где-либо ваш товар, скажите, вы провели исследование этого товара и посмотрели ли на то, какая стоимость у ваших конкурентов данного товара? Она говорит, нет. Ну, как же вы его покупали? Ну, он же китайский, дешевый. Ну, давайте проверим, насколько он дешевый. За сколько вы эти часы купили? Я их купила за 1200 гривен. А вы посчитали переезд сюда? Да, я еще 1200 заплатила за то, чтобы они сюда приехали. Хорошо. А их нету в интернете. Мы сейчас посмотрим, как они называются. Так-то, так-то. После этого я вбиваю «купить в Украине часы». И сверху прочитал название. Рада, Прада, я не знаю. И после этого у нее часы, которые она сюда привезла, которые купила на китайском сайте, стоят 2400. А такие же часы за 2000 можно купить уже на чужом сайте в Украине. Я ей говорю, так а кто у вас будет покупать, если есть люди, которые дешевле в 2 раза это продают? Ну не в 2 раза, а в четверть. Еще и с доставкой, бесплатной.
Говорит, ой, я не знала, и что же мне теперь делать? Так не сейчас уже нужно делать, а нужно было до того момента делать, когда вы начинали это все предпринимать или начинали это покупать. Вот тот мальчик, который мне написал о том, что он не может что-то сделать и прошел 3 ступени, он говорит мне, ну вернемся все-таки к женщине, она говорит мне, у меня есть интернет-магазин, я продаю, но ничего не продается. И это часто, и оно не должно продаваться, потому что есть тысячи людей, которые продают такое через интернет-магазин. А есть еще сайты такие продающиеся, это OLX, Укрго, Флагмайо, это есть Инстаграм и так далее. Там везде есть какие-то ниши, и вот нужно там продавать, нужно обучаться этому. Человек говорит, я с базара ушел, хочу в интернете продавать, даже сайт сделала. С чего вы решили, что кто-то этот сайт вообще когда-либо должен найти? Вы должны этот сайт как-то продвигать. Там есть контекстная реклама, есть продвижение при помощи денег этого в интернете, есть там создание рекламы. Это нужно сделать группы разные в Инстаграм, ВКонтакте, объединить людей между собой полезными статьями, обсуждать что-то с кем-то, фотографировать, не только тыкать этот товар, а помнить о том, что собираются люди, которые по чуть-чуть это все смотрят. Сделать так, чтобы это было красиво, интересно, увлекательно, удобно. И куча еще. А так, я нашла товар, вот я его продаю, сделала свой сайт. Почему нет продаж? Их и не будет, потому что об этом сайте никто не знает. Потому что для того, чтобы хорошо продавать, нужно хорошо обучиться, как продавать в интернете. А для того, чтобы супер продавать, нужно быть супер специалистом, как продавать в интернете. И вот этот мальчик, он мне говорит, Андрей Андреевич, почему у меня на Amazon ничего не продается? А ты что, специалист великий по продаже в Амазоне? Нет, ну я думал, так ты думал, потому что ты прочитал статью о том, как на Amazon продают, вернее в Amazon или в eBay продают там на миллиарды долларов. Продают тех, кто супер умеет продавать, они и продают. Тех, кто вложил и супер умеет продавать. Как Роберт Шарма, или Шарман, я не помню там фамилию, который написал «Бедный папа, богатый папа». Перед тем, как он начал продавать книгу, он взял $1 миллион США или 10 миллионов долларов США и в каждом букинистическом магазине, который находился в Америке, повесил свой портрет, написал «Бедный богатый папа Роберт Шарма». И после этого ежемесячно оплачивал стоимость этого баннера во всех абсолютно книжных магазинах Америки. Это, как подсчитали, ему на протяжении года обошлось в несколько миллионов долларов. После этого он пришел в редакции разных журналов, газет и сказал, вы можете меня опубликовать? Они говорят, ну конечно, вы же везде уже прорекламировались. Он говорит, отлично, тогда возьмите мою книгу, но заплатите мне за это там сколько-то, столько-то денег. Когда посчитали, он вложил в то, чтобы книгу написать, свой труд, но до этого он вложил несколько миллионов долларов в рекламу. И после этого, когда книгу издатели выложили на этот сайт, то ее мгновенно все начали покупать. Почему? Потому что долго за много денег делалась реклама. А теперь я, Дуйкашка, допустим, я хочу эту книгу сейчас опубликовать, такая же, которая называется там «Богатый дедушка» и там «Небогатый внук». И я ее принесу и какому-нибудь издателю скажу, напечатайте. Они скажут, что сумасшедший, кому она нужна? Будет так? Конечно. А вы что думаете, нет книг лучше, чем Шарма? Конечно есть, я их читал. Их сотни, тысячи, причем никому неизвестных людей, которые пишут лучше. Даже мои есть книги, которые лучше написаны, чем у Шармы. Больше идей и интереснее, и на 100% приведут человека к успеху. Но их же не популяризируют. Почему? Для этого надо вкладывать деньги. Вернемся все-таки к теме. Андрей Андреевич, я начинаю чем-то заниматься, у меня не получается. Это проклятие? Нет. Выберите один из 10 пальцев. Какой вы выберете? Сейчас начнется. Я загадаю один палец среди этих пальцев. Какой это палец? И вы мне напишите или скажите, просто вслух скажите, там, указательный левой руки, указательный правой руки или еще какой-то. А я вам сейчас скажу, какой палец я загадал. Я загадал мизинец на правой руке. А вы не угадали. Почему? Так и в нашей жизни. Человек, когда начинает заниматься бизнесом, он должен угадать максимально хороший бизнес. Но чем больше раз ты пробуешь угадывать и у тебя не получается, тем больше шансов в дальнейшем угадать, потому что количество элементов сгущается. Вот точно так же и
Точно так же и с этим бизнесом, понимаете? Каждый раз, когда человек, допустим, пробует, то он пробует, у него не получилось, он же так не сделает второй раз, пробует, не получилось, он так не сделает третий. Но не стоит отступать, потому что он, скорее всего, найдет ту нишу, у него, скорее всего, получится. Главное пробовать, потому что ты не угадаешь никогда, если ты не будешь пробовать. Именно поэтому, когда человек начинает заниматься бизнесом, он должен им заниматься. Поэтому для этого мальчика хочу сказать, надо пробовать, а не трындеть. Нужно пробовать, а не предполагать. Нужно что-то делать. Для того, чтобы что-то делать, нужно делать, а не рассуждать над тем, как ты это делаешь. Потому что самое легкое занятие это рассуждать, и самое сложное это делать. Я вижу каждый день миллионы людей, которые великолепно разговаривают, миллионы, которые все прекрасно знают, миллионы людей, которые что-то делают, прекрасно знают, и они великолепны. Но эти люди ничего не хотят делать, они не хотят предпринимать, они не стремятся предпринимать, они ничего для этого не делают. Я иногда поражаюсь. Почему я поражаюсь? Сегодня смотрел вот на ребят молодых, которые на улице находятся, и просматривал, что их, ну вот чем они, что их заряжает. И я могу сказать, что 90% его в жизни на протяжении дня интересует алкоголь, его интересует музыка, его интересует с кем переспать, его интересует, что попало вообще. Там что попало в голове? Женщин, за кого выйти замуж, где взять деньги, как там что-то сделать и так далее. Тоже музыка, тоже секс и так далее. Как попало и не есть. После этого я вот что подумал. Если бы человек, который занят всем этим маразмом, был также сосредоточен на том, как заработать, то у нас бы не было бедных людей вообще. Люди о чем угодно хотят думать, они что угодно хотят делать, они хотят свои груди выставлять, я не знаю, там губы выставлять, все, ну там выставляют, потому что хотят их продать, это понятно. Но там все что угодно хотят делать и все что угодно делают, не сосредоточившись, и у них не хватает денег. Так можно этого всего не делать, можно просто сосредоточиться на том, что ты хочешь заработать деньги, искать. Если бы эти дети были целиком сосредоточены на том, чтобы зарабатывать деньги, и все их мысли были бы в это погружены, то они были бы следующими миллиардерами, даже не миллионерами. Даже в тех странах, которые есть. Есть ли люди, которые в Уганде стали миллиардерами? Да. Самые бедные страны Африки, Заир, Зимбабве там, и так далее. Там есть люди местные, которые не были у власти, которые стали в дальнейшем сверхбогатыми людьми. Как они это сделали? Потому что они не рассеивали свое внимание на чепуху разную, на то, что кто-то влияет, портит, сглазивает, там, беспокоит там, и так далее. Они были нацелены на то, чтобы бесконечно думать о том, как заработать. Когда человек бесконечно думает о том, как заработать, к нему идеи приходят. А почему так происходит? А люди сейчас, понимаете, у людей сейчас какая-то такая тенденция. Сейчас все перешло в виртуальный мир. Смотреть на то, как кто-то живет, не жить самому, это нормально. Смотреть, заниматься, извините, даже секс уже стал у нас виртуальным. Люди живут в заключении. Жизнь, самая высокая драгоценность сейчас разменивается на то, чтобы смотреть на чужую жизнь в интернете. Гораздо важнее чужая жизнь в интернете в виде сериалов, в виде инстаграм-страниц, в виде чьих-то фотографий. Важнее, это важнее. А своя жизнь не имеет значения. Людей это вдохновляет. Ну, я сделать с этим ничего, к сожалению, не смогу. Ну или к радости. Но самое дорогое, что есть у человека, это его собственная жизнь. Я об этом раньше говорил. И при этом человек это все меняет на что угодно, лишь бы не жить. То есть они меняют на таблетки, лишь бы не жить. Они меняют на, не знаю, там, что угодно, лишь бы не жить. На телефон, на таблетки. Они стараются убежать из этой жизни, она кажется им плохим. Но она же самая дорогая, ведь ты живешь. Проблема людей обычных в том, что они очень красиво разговаривают, но стоит дойти до дела, и они тут же начинают тормозить. Почему? Нельзя мечтать. А нужно делать.
А если ты не делаешь, то не мечтай, чтобы тебя не раздражало и не возмущало это. Нет денег, то тогда тебе придется работать больше, чем человеку, у которого деньги есть. Почему? Потому что каждый человек начинал с нуля, но он начинал это при помощи вспышки, он начинал делать много, ежедневно, мало спал, много работал, выгрызал, старался, делал это. А когда есть много денег, то можно кого-нибудь заказать или кому-нибудь дать, чтобы этот человек делал вместо тебя. И тут же найдутся люди, которые мне напишут: ты, Дуйко, не прав, в этой стране, где все это люди тьмы. Конечно же, человек ищет для себя объяснение, почему ничего невозможно сделать. А я говорю, что возможно, потому что те люди, которые добились чего-то, они не обязательно были подлецами, ворами или скотинами. Они были тоже обычными людьми, обычными инженерами, обычными предпринимателями, обычными людьми. Да, возможно, звезд с неба и не сняли, но они могут предпринимать, выживать, зарабатывать, развиваться, расширяться, покупать себе что-то и так далее. Да, их щемит власть, их мучает там что-то. Это нормальный процесс. Власть для того и дана, чтобы человеку, чтобы людей притеснять и людей мучить и там вставлять палки в колеса. И ничего в этом страшного нет, понимаете? Ничего в этом страшного нет. Почему? Один раз упав, человек поднимется. Потому что каждый человек сильный. Падаем, поднимаемся, падаем, поднимаемся. И так всю жизнь. Как быстро научиться зарабатывать деньги? Есть такой принцип. Чем больше людей тебя знают, тем ты богаче. Вот Пугачеву много людей знают, тире она богатая. Поэтому коммуникация является для человека очень важным элементом. Как быстро выйти замуж? Творчество. Если женщина занимается творчеством или чем-то ей это нравится, она 100% выйдет замуж. Это тоже такие вот проверенные варианты. Огромное спасибо за новые ступени. На 4-й сижу полгода, высший пилотаж. Да еще саманы, спасибо, ждем 3-й саман. Внутреннее состояние сильно меняется, выстраивается, натягивается струна, чувствуется. За 4 года с вами только сейчас, наверное, стала понимать и чувствовать внутреннее состояние стабильности, уверенности, правильного выбора. Спасибо, ваша ученица Чистова Татьяна, пожалуйста. Как определить, чем заниматься в жизни, пока прохожу ступени? Смешно, только что сказал. Откройте сайт, посмотрите, чем заниматься. Слова Андрей Андреевич очень часто говорят: ну все, давай пока. Что им нужно давать? Давайте я вам сегодня объясню. Слово пока, это слово сокращенно звучит так: покайся. И когда человеку говорят давай покайся, это предложение в том, чтобы человек покаялся. Таким образом, каяться — это сожалеть о поступке, который ты совершил. Именно поэтому, когда человек говорит давай покайся, то это нормально, потому что каждый такой поступок человек там мог наврать или еще что-то сделать, и человек ему дает совет: иди покайся в том, что ты это со мной сделал. Ну, такой вот народный стёб получился. Мне очень не нравятся люди, которые говорят, что спасибо — это сокращенное «спаси Бог». А теперь сами подумайте, это что же за верующие люди такие, которые сократили самое священное слово «Бог», убрав из него одну букву? Это же ужасно. Люди верующие или человек верующий, он никогда в жизни не сократит слово «Бог». Никогда. Поэтому, когда человек, это как сказать Иисус Христ. То есть «спаси Бог». То есть спасибо — это спаси Бог, только сокращенная буква Г. Алло, так не может быть. Потому что нельзя Бога сократить. Можно спаси сократить, может спас Бог. Вот тогда вот я бы поверил, знаете, спас Бог — это значит спасибо. А спасибо, и это сокращенное Бог, нет, так не будет, это неправильно, это не Бог сокращенно, Бога нельзя сократить, потому что для верующего человека это нонсенс, понимаете. И люди, которые говорят там спасибо — это спаси Бог, нет, Бог никто не мог сократить. Спасибо — это спаси от боли. Бо — это боль, бо. Что у тебя, бобо? Говорят так люди? Говорят? Конечно, говорят.
У тебя что там сегодня? Ой, у меня голова бобо. Вот, голова болит. То есть по-другому это спасибо. То есть спаси от боли человека. То есть когда говорят спасибо, то говорят, пусть в твоей жизни не появляется боль душевная, чувственная, какая-либо еще. Далее. Ничего себе очень часто люди говорят, я уже об этом когда-то рассказывал. Когда человек говорит ничего себе, то это некий ритуал. Это ритуал продавцов. Обычно, когда люди приходили на базар, то кто-нибудь что-то рассказывал и говорил там, о, вы знаете, у тети Лизы сегодня котята, вернее кошечка принесла котят. И человек, который продает, допустим, там шапочки какие-то, слушая это все, говорит, да что вы говорите, ничего себе. И после этого про себя проговаривает, все тебе. Тем самым у человека появляется некая сеть, которая заставляет этого человека приобрести или купить все, что есть в магазине. Но люди слышат только то, что сказано вслух. А при этом это как привычка пошло, скорее всего, из Одессы, где люди на базаре торговали таким товаром, зная, что такое ничего себе, говоря мысленно «все тебе». При этом люди научились произносить только «ничего себе». Когда они говорят «ничего себе», то может найтись такой человек или найтись такой человек, который про себя скажет слова «ничего себе». И он про себя скажет «все мне». Тем самым, когда человек говорит «ничего себе», он отказывается от того, что у него есть. И человек, который про себя говорит «все мне», забирает то, от чего человек отказался. Далее, плохое слово «благодарю». Почему? Потому что благодарить чужому человеку не нужно. Так как в случае, если один человек скажет «благодарю», а другой скажет «хорошо, я принимаю», то он фактически у этого человека заберет благо, и причем заберет их надолго. И это называется магическое влияние черной магии. Делать так нельзя, потому что свое заработанное собой является честно заработанным, а все сворованное бесчестным заработанным. Человек, когда ворует, он идет как бы путем тьмы. Вообще очень много таких слов в русском языке есть. Допустим, там хохма в переводе с иврита это мудрец. Юбилей это йовель, 50 лет, тоже в иврите. И там очень много есть этих разных текстов. Суббота это шувота. Это значит покаяться, балда это балдат, мудрец, дурак и так далее. То есть это ряд иудейских или еврейских слов. Андрей Андреевич, 2 недели постоянно вижу сочетание 3 шестерок, не знаю предупреждения о чем-то плохом. Давайте еще раз расскажу. Видеть много шестерок – это значит найти свою любовь. Видеть много четверок – решить проблемы. Видеть много единичек – начать новое дело. Видеть много двоечек – приумножить начатое. Допустим, у вас горе, и вы увидели много двоечек, значит горе прибавится. В случае, если у вас любовь, вы увидели много двоечек, любви прибавится. Если много единичек каждый день, новое дело пойдет или расцветет. Если много троечек, то тогда то дело, которое у вас находится, будет иметь много движения, то есть придется похлопотать, хлопоты. Если пятерок много, это к деньгам. Если шестерок, к семье. Если семерок, радоваться начнете. Если восьмерок, то может произойти разрыв отношений или можете поссориться с кем-нибудь. Если девяток, то тогда поумнеете или есть вероятность обратить внимание на свое собственное здоровье. Ба-бам! Приобрела тренажер «Абсолютное везение» судьбы. Скажите, нужно ли со вдохами-выдохами приносить вслух коды? Можно читать про себя. Все со вдохами-выдохами. Про себя ничего. Расскажите, что происходит возле дольменов. Ничего не происходит. Тяжесть 4 чакры не проходит. Практикую заклинания. Что сделать? Что сделать при передозе от шумов? Совсем бросить не могу. А придется. Нужно все бросить. И не забывать, что основная философская доктрина нашей школы звучит в следующих словах. Всегда, независимо ни от чего, получает в жизни состояние радости и удовольствия. Вторая доктрина звучит так. В нашей школе нет ничего обязательного. Мы всегда говорим, неважно,
не парься, не заморачивайся. Поэтому все важное для человека не важное, если оно переходит границы для человеческого комфорта и испытывания человеком состояния радости и удовольствия. Третье. Человеческая жизнь для человека является самой высокой драгоценностью, которую необходимо более чем все остальное в жизни ценить. Именно поэтому не стоит менять свою жизнь на какую-нибудь ерунду. Как можно поменять свою жизнь на какую-то ерунду? Ну какая вам разница, где и в каком городе, в каком мире или где-либо происходит коронавирус? Вы его не можете поменять? Нет, не тратьте свою жизнь на вот эту информацию. Вообще не тратьте жизнь на информацию, которую вы изменить не можете. Живите своей жизнью, влияйте на свою жизнь. Жизнь слишком коротка для того, чтобы тратить ее на всякую чепуху. Если завтра вы умрете, то разве это не повод для того, чтобы сегодня полежать, порадоваться, кого-нибудь обнять, сделать что-то для близких людей, заняться творчеством, изучить что-нибудь? Вы что думаете, вы будете вечно жить, и никогда ваше тело бренное не будет подвержено страданиям и болезням? Вы ошибочно полагаете, что всегда будет хорошо? Нет, это не так. Наша жизнь коротка и необходимо ценить каждый день. Необходимо понимать, что каждый день важен для человека. Необходимо понимать, что каждый день это драгоценная награда, которую человек получает от Бога. Человек говорит, для меня важно зарабатывать. Не важно, важно жить. Потому что когда ты заработаешь, ты с собой деньги в могилу не заберешь. Человек говорит, для меня важно там близкие. Это неправда, потому что ты близких с собой в могилу не заберешь. Для человека единственное важное, что есть, это важность его собственной жизни. Там сегодня писали, Андрей Андреевич, как изменить власть. Ее очень легко изменить. Ее легко изменить, если весь мир и все люди перестанут ее поддерживать. Когда-то женщина одна обратилась ко мне, и ее слова звучали так. Андрей Андреевич, вы можете сказать, меня бросают мужчины, которые лжецы, изменяют мне, и после этого я вновь нахожу таких же лжецов, которые изменяют. У меня так было 4 мужчины, все 4 изменяли мне, были лжецами, может быть это какое-то кармическое проклятие. Я ей объяснил это следующими словами и сказал, вы верите, что жизнь дана для человека для того, чтобы его чему-либо обучить? Но мое понимание мира или моя эзотерика, которую я представляю, она обычно об этом и говорит, что жизнь является школой, школа жизни, где человек на протяжении жизни должен обрести определенный опыт. Скажите, когда человек решает задачи, то что является квинтэссенцией решения задачи, ее как бы сердечной эссенцией задачи? Это вывод или решение задачи. То есть не важно, что такое 7 плюс 5, 7 плюс 5 умножить на 16, умножить на 22. Главное равняется и дальше вот эта цифра. Потому что эта цифра является правильным выводом. Итак, самое важное, что должен делать человек на протяжении своей жизни, он должен делать вывод. Таким образом, я и объяснил женщине, вы, зная, что человек был подлецом, не должны воспринимать в дальнейшем этого человека как нормального. Да, он был нормальный, ничего страшного, я ему все простила. Нет. Когда вы прощаете, то не ставится метка на этом человеке. Она не ставится, и в нем окружающий мир не будет видеть подлеца. Именно поэтому такого человека и нужно, в дальнейшем идентифицировать для себя как подлеца. То есть в тот момент, когда вы думаете об этом человеке, всегда произносите, вот этот там, мама, это мой папа, говорите, да, это папа, про себя, подлец, подонок, паразит, негодяй, скотина, бросил меня с детьми. Вот так идентифицировать. Смотрите, та власть, которая была у вас, вы ее как идентифицируете? Они хорошие или они плохие, но они власть. Одних снимают, других ставят. Почему же люди прощают власть? Ведь если прощать власть все время, то тогда никто в этой власти не будет видеть тех, кем они являются. Именно это и происходит. А если бы все верили и все знали, и все бы верили в свое, то, что говорит сердце, в том, что это все-таки те
кем они являются, то тогда весь мир бы видел в них это. Но для того, чтобы народ не видел этого в них, есть специальные системы, которые закупаются властью, которые постоянно пишут в интернете, в газетах, еще где-то, и прославляют тех людей, которые на самом деле такими далеко не являются, а являются совершенно другими людьми. И тогда этот вывод бы сделал идентификацию этих людей. И эта идентификация бы создала совершенно новую власть. Но это как бы глобальная такая соционика, об этом даже говорить не нужно сейчас. Андрей Андреевич, что делать, когда любишь человека очень сильно, но не взаимно? Вся жизнь так устроена. Человек мечтал о том, чтобы найти человека, которого будет обожать. В тот момент, когда он нашел человека, которого обожает, то этот человек не должен обожать. Почему? Мир устроен по принципу: один стакан пустой, один переполнен. И человек, который ищет другого человека, он ищет фактически пустой стакан, потому что он наполнен. Я его буду обожать, я влюблюсь, я буду очень сильно обожать. То человек, который пустой, он должен говорить: мне вообще все равно, никого не хочу любить, не хочу вообще никаких там ни мужчин, ни женщин, мне безразлично это. И вдруг полный стакан нашелся, он говорит: я тебя обожаю, я волью в тебя это. Если любить долго человека, который вас игнорирует и которому вы безразличны, знайте, со временем это выровняется, он тоже вновь начнет вас любить. Но в этот момент у вас произойдет разочарование. Почему? Потому что стаканы перельются. Можно ли тренажеры вместе с мамой? Да. Вы раньше говорили, что ношение часов на руке — это эзотерика. Расскажите, пожалуйста, еще подробные фишки. Мне очень нравятся люди, которые смотрят мои семинары и после этого, не дослушав что-то или вырвав где-то кусочек, начинают складывать из этого свое мнение. Сегодня вот такое видел сообщение в вебинаре, и там одна женщина, родственник, который бросает мясо, сказал, что это для умерших, и поэтому Андрей Андреевич сказал, что нужно чуть-чуть духом отдавать и там умершим. Но дело в том, что тот человек, который сделал такой вывод, не видел мой семинар, потому что я говорил вот о чем. Я говорил: если природа и Всевышний дал нам еду, и природа, Всевышний в проявлении того мира, в котором мы находимся, создает для нас и старается, то мы в знак своей благодарности тоже отдаем ему часть. Таким образом, это не мертвым поклонение, а Богу. Понимаете? Как бы дар Богу, а человек вот так перенес и перефразировал. И это стало, в общем-то, извращенной информацией. Именно поэтому я часто говорю: смотрите очень внимательно те семинары, которые я даю, потому что там есть информация, которую не нужно просматривать на быстрой записи или там на ускоренной записи. Она настолько скомкается, что будет потом кашка-малашка, вот такая. Точно так же с этими часами. На одном из семинаров я сказал, что обычно талисман какой-нибудь или талисман влияния, как я их называю, обычно люди вкладывают под правую руку или приклеивают на кисть правой руки, на кисть дающую. Таким образом, почему? Чтобы талисман влиял, давал. Но для того, чтобы его закрыть, берут часы и перевешивают эти часы так, чтобы талисман был закрыт. Потому что обычно талисман цепляют на внешнюю часть, а не внутреннюю часть. И я говорил, что вот видите, у многих людей на правой руке есть вот такие часы, особенно большие. И говорил: видите, это магия. Тут же начали обсуждать, а Дуйко сам носит на левой руке. Почему я ношу на левой руке? Я ношу на левой руке, потому что я не использую такую примитивную магию. Мне такая примитивная магия неинтересна. А использую более реальную магию. Понимаете? Поэтому Дуйко и не носит на правой руке. Почему? Зачем мне использовать магию? Я использую магию, если это необходимо. Вот так. Ученик школы: что делать, если на часах постоянно 12:12, 14:44? А вы что, не услышали, что я сказал? Не услышали, да?
Вот какие здесь цифры? 1, 1 это бизнес. 2, 2 это значит прибавится бизнес. Дальше 1, 4, 4, 1. 1 это бизнес, 4, что я там говорил? Решение проблем в бизнесе. Как будто вы не слышите. Ну вы даете. 1, 4, 4, 1, 1 плюс 4, 5, 4 плюс 1, 5. Получается 2 пятерки, это, и если сложить, то единица. Единица в бизнесе, пятерки увеличения дохода. Скажите спасибо, что у вас это появляется. Будет ли сегодня посвящение? Да, я сейчас его дам. Живем в Италии, обстановка на данный момент ужасна. Надеюсь, что скоро закончится. Как же я хочу открыть здесь магазин моей ручной работы. Смогу ли я? Я очень не люблю людей, которые сомневаются. Я не люблю людей, которые не верят в себя, которые сомневаются в себе, которые говорят, получится или не получится. Я же сегодня говорил, хотите делайте, о них не мечтайте. Я мечтаю, делайте. Самое печальное, что может делать человек, это мечтать. Мечты забирают действительность. Не надо мечтать. Если мечтать, ничего никогда не исполнится. Мечтайте о неприятностях ночью, их не будет. Дело в том, что то, что вы мечтаете, никогда не сбудется. Чем больше вы мечтаете, тем меньше шансов. Ваши мечты, они слизывают ваше настоящее. Надо делать, надо задаться целью, создать четкую блицкриг, создать для себя идею, как это сделать, подыскивать место, искать деньги, накапливать деньги. Я когда делал первый магазин, вот там близкие рядом находятся, не дадут соврать. Когда первый магазин делал, это было еще 22 года назад или там 23 года назад, то я на протяжении 2 лет, вы представляете, ограничивал семью от еды, ограничивал семью от возможности одеваться, не давал там покупать квартиру, ничего и так далее. И все деньги складывал, переводил в доллары и складывал их в коробочку. И потом накопилась сумма, и моя девушка, с которой я жил, говорит: Андрей, давай мы машину купим. Я говорю: нет, я хочу открыть магазин. На эти деньги будут на открытие магазина. Но я 2 года, мы 2 года ели только кашки, 2 года ели только супики, 2 года я работал и днем, и ночью, ограничивал себя в одежде, ее в одежде, нас в подарках и так далее. Для чего? Чтобы собрать эти деньги, для того, чтобы их потратить, для того, чтобы открыть магазин. Смог ли я это сделать? Конечно. Получился ли он у меня? Конечно, все получилось. Стал ли он успешным? Не сразу, плавно, постепенно. Я ненавижу людей, которые... Ой, получится, не получится. Да что с вами? Да кто вы? Хотите, делайте. Создайте для себя создание, сделайте это. Что это такое? Получится, не получится? Не получится. Не получится, потому что вы очень много мечтаете. Потому что получается у тех, кто не мечтает, а делает. Хочет сделать, сделай. Я 100 раз повторяю. Хочешь сделать, делай. А если мечтаешь, то не делай. Почему? Так а зачем уже? Ничего не получится и так. Доллар повысился, да. А Андрей Андреевич, почему? Что с долларом будет и так далее? Посмотрите семинар, который я выпустил в начале 2020. И там в этом семинаре я сказал о том, что доллар будет расти. И стоимость доллара будет подниматься. А почему я сказал, что это будет происходить? Это будет происходить, потому что ставки. Все началось в марте прошлого года. Был принят закон, который больше не индексирует валюту по нефти и газу, а индексирует по золоту. Поэтому я могу сказать, что золото будет в цене расти, доллар будет в цене расти, а местная валюта наша, то бишь стран, которые кроме железа и нефти ничего никому не поставляют, будут, конечно же, обваливаться. Если женщина после развода получает алименты от бывшего мужа, то это считается ее деньгами? Да. Расскажите о кухонной посуде. Как-то вы упомянули, что важно для женщины. Не понимаю, что вы спрашиваете. Расскажите, какие практики не рекомендуется делать на съемных квартирах.
На съемных квартирах рекомендуется выполнять практики запечатывания и освещения пространства и очищения с мантрами. Там, ну, допустим, мантра очищения, там палочки, я об этом рассказываю на первой ступени. Также какие практики не стоит делать, ну, допустим, фортуны. Не стоит делать фортуны, потому что фортуна эфемерная, она больше влияет на тех, кому принадлежит этот дом. А все остальные денежные можно, там привлечение мужчины и женщины можно, обретение любви можно, а вот везение и удачи, наверное, нет. Всю жизнь с мужем строили дом, теперь сын хочет строить, и мне жалко, и что они тоже отдадут полжизни на стройку. Я говорю, отдыхайте, путешествуйте, жизнь коротка. Я права. Люди как чайки, люди, вернее, как птицы. Люди как птицы. Птицы нашли друг друга, после этого свили гнездо. Для некоторых людей само понимание построить дом является религиозным, таким ключевым в жизни. Это такой сорт людей. Есть такие люди, которые стремятся к деньгам, и они всеми силами, всеми фибрами хотят этих денег. Они их добиваются в жизни. Есть люди, которые хотят быть знаменитыми, они могут добиться, хоть это и редко. Они потом зарабатывают, у них получается, потом платят деньги для того, чтобы стать знаменитыми. Кстати, люди, которые говорят, у меня есть талант, я хочу стать знаменитым, ошибаются. Знаменитыми люди талантливые не становятся. Талантливые люди никогда не станут знаменитыми. Знаменитыми становятся те люди, у кого есть деньги. Поэтому нужно искать деньги, а после этого эти деньги сделают вас знаменитыми. И все будут видеть в вас талант, даже если у вас его нет. Там, Андрей Андреевич, там, нужно ли им путешествовать? Нет. Пусть люди хотят делать то, что им идет, и то, что им нравится. Если человека это вдохновляет, если это его как бы заводит, если это его такая миссия дом построить, пусть строит, это хорошо. Он хочет путешествовать или вы? Если вы хотите путешествовать, тогда почему вы не путешествуете? Жизнь коротка, почему вы не путешествуете? Где ваши путешествия? Человек обычно не свободен. Люди думают, что они живут в своей стране, на самом деле они в своих странах находятся в заключении. Ну, не во всех, конечно, но в тех странах, где разговаривают на таком же языке, как я разговариваю. Люди думают, что они могут свободно путешествовать. Куда? Путешествовать в страны Африки, где очень плохая жизнь. Путешествовать в Турцию, где перенаселение, или в Китай, или там куда-то в Шри-Ланку, где сумасшедшее перенаселение и нищета. Конечно, туда путешествуйте, но там неинтересно путешествовать, потому что можно искупаться, там пожить в отеле, но это же не то. Путешествовать это, допустим, там в Индию поехать или там путешествовать где-нибудь по горам походить. Может ли человек вдохновиться или может ли человека радовать путешествия? Не всегда, не всегда. Иногда прекрасное день рождения близкого человека в маленькой, однокомнатной, уютной или даже неуютной квартире, возможно, даже на табуретке, оно может быть более ярким в жизни человека, чем путешествие там, в Шри-Ланку или там, путешествие в Мальдивы на пароходе там, или еще чем-то. Вы знаете, все зависит от того тепла, которое есть у тех людей, которые подготовились и празднуют, допустим, что-либо. У меня такое было в жизни. Я не забыл, как у меня рождались дочери. Это были очень трогательные моменты. В моей жизни был трогательный момент, когда я был маленький, мне было 7 лет или 6 лет, и мама с отцом, они делали ремонт в комнате и поставили деревянную такую табуреточку, на нее поставили там какую-то очень несложную еду, разлили в маленькие рюмочки вино, вот они выпили вина, мне подарили хлопушку и там какую-то мандаринку, и это очень теплые отношения были, сидели, разговаривали, что-то у меня спрашивали. Мама была такая розовощекая, знаете, было тепло, приятно, очень хорошо.
И вы знаете, я бы это мгновение хотел бы пережить еще десятки тысяч раз. Я бы их с удовольствием поменял на путешествие, которое у меня было в Мальдивах, там путешествие в горах Тибета или еще где-либо. Да, поменял бы. Потому что отец уже не живет, мама уже старенькая. И, конечно же, когда они были молодыми, когда было это тепло, когда я был беззаботным и очень маленьким, это нельзя вернуть, и это было очень приятно. Я бы это не хотел бы я это еще раз пережить? Да, хотел бы. Так вот мы и живем. Знаете, иногда для мужчины, который построил свой дом и после этого сел со своей женой, и там дети нарожались, и они будут рядом с ним находиться, это будет 1000 раз приятнее, чем путешествие где-то. А что дает путешествие? Там побегал, посмотрел, но оно уже все равно не твое. А твое дома, оно родное. Можно слушать практики из морских курсов. Все смотрите, все, что есть в Ютубе, все можно. Говорили про доллар, что он упадет на 11 пунктов. Да, именно это сейчас и происходит. То есть вы считаете, что доллар растет, а я считаю, что он не растет. Я немножко неправильно и сейчас выразился. Дело в том, что доллар не будет расти. Почему? Дело в том, что все связано с тем, что доллар падает, и на его фоне все остальные валюты тоже падают. Почему? Потому что доллар точно так же привязан к нефти и газу. Поэтому это и будет происходить. Все, что я говорил, все правильно. Еще раз просмотрите, все, что было предсказано, так и будет. В конце года потом откроете и будете в шоке. Просто вы видите гривну или видите свою валюту, которая там удерживается или не удерживается и так далее. Но вы должны зайти на международные валютные биржи. Сейчас, после того, когда произойдет вот этот коронавирус, после этого напечатают доллары, начнут давать займы. При этом стоимость этого доллара, пока эти займы будут выдаваться, будет снижаться. А потом, когда начнут отдавать эти доллары, то стоимость доллара будет возрастать. Такое уже происходило в наших странах в 90-х годах, вернее в 2001-2004 году. Нет, в 1994 году это происходило, в 1995. Говорить о странах наших, допустим, плохие ли они или хорошие, ну нет, мы живем в самых лучших странах. Мы живем в самых лучших странах, мы живем в самых лучших, наверное, местах. Почему? Потому что там, где ваше сердце, там, где ваша семья, там и есть самое лучшее место. Можно ли найти что-то хорошее в том месте, где вы живете? Послушайте меня. Все могут найти в тех местах, где живут, что-то хорошее. И поверьте мне, что везде можно найти и что-то плохое. Там в Америке можно легко заниматься бизнесом, да, но там зато придется платить каждый год налоги. Если у нас можно их не платить, то там тебя за то, что ты не платишь, посадят. И могут вот так взять и на улицу тебя вместе с мебелью выставить. А у нас можно там не платить. Как развиваются наши страны? Наши страны развиваются по принципу капитализма. То есть капитализм должен эксплуатировать трудовой пролетариат. И это будет продолжаться долго, до того момента, пока не появятся профсоюзы. А их нет, и они не появятся долго. Именно поэтому беспредел власти, он будет как происходил, как будет происходить, так и дальше будет происходить. Потому что нет прослойки между эксплуатируемыми буржуазным обществом, трудовым пролетариатом, которым и являются профсоюзы. А у нас еще профсоюзам должно пройти, ну я не знаю, лет 10, наверное, или 15, чтобы профсоюзы, чтобы богатые наелись, а профсоюзы образовались. Ну, вот где-то так. Однажды вы упомянули, что тарелки, чашки нужно покупать самим. Это важно. Конечно, купите чашки и тарелки, у вас в дальнейшем появится свое жилье. Это купите чашки и тарелки, не ешьте с них, а ждите, найдете любимого мужчину. Ну это можно самим. Да, вы как будто первую ступень не проходили. Скажите, что это такое? Мою маму ночью раньше час душили. Ну и зачем вы это пишете? И что от того, что вот я скажу об этом? Что? Зачем это?
вот людям, которые вашу маму душила, людям, которые смотрят данный вебинар, которые будут заходить и смотреть, им это интересно? Или интересно, кто выйдет замуж и когда, или будет счастлив? Скажите, это интересно людям? Что же вы меня так не уважаете, друзья мои? Когда мама и папа жили вместе, помню момент, когда стояла на балконе, наблюдая за мамой, любовалась. Папа газету читал, мама готовила на кухне. Это правда теплые моменты. Найти самое ценное, и это за то, что можно найти самое ценное. Да. Живу в Италии, не могли сказать, сколько продлится эпидемия. До апреля месяца она продлится. И скорее всего будет что-то, что будет менять власть, которая находится сейчас на территории Италии. В Италии, скорее всего, поменяется власть полностью управленческая. Это будет, конечно же, такое тяжелое время для Италии. Поставьте указательный палец правой руки перед собой, дотроньтесь к колбу, сделайте вдох, сделайте выдох, закройте глаза. Уберите руку и смотрите левый глаз в левую, а правый глаз в правую сторону. А в середине пустота. Делайте вдох и выдох. Я вас поздравляю. Теперь вы являетесь учениками первой ступени, получив от меня прямое посвящение в ученики первой ступени. Пользуйтесь этим. Даже те, кто просмотрел бесплатно. Андрей Андреевич, встречала мнение, что если женщины далеко за 40, то рожать уже не нужно, ребенка же вырастить, выучить нужно. Я хочу сказать, что пока рожается, рожайте. Если у вас есть возможность сейчас, вам 40 лет, и вы можете еще рожать, рожайте, обязательно это делайте. Вы никогда в жизни не пожалеете. Сколько бы вам ни было лет, если вам дает Бог ребенка, обязательно делайте это смело, вынашивайте, рожайте и делайте это многократно. Никто никогда не пожалел в том, что у него есть дети. Скажите, есть ли среди вас люди, которые пожалели когда-нибудь, пожалели в том, что вы родили там 2 или 3 детей? И что вот нужно было не 2, а 1? Вот поставьте плюсик. Я вам хочу сказать, таких людей не может быть. Когда человек, допустим, имеет, там, вот у меня 5 детей, когда у человека 5 детей, и мне бы кто-то сказал, вот сейчас если вернуть время назад, то хорошо было бы, если бы у тебя был 1 ребенок. Плохо. Я не хотел бы 1 ребенка, я хотел бы всех 5. Я их люблю. Я бы хотел еще. Серьезно, пусть они будут, это же дети. Это дети, это продолжение нас, нашей крови, нашего рода. Пусть эти детки будут, они хорошие, они радуют. Дети созданы на радость родителям. Пусть такие дети растут. Это же род, мы свой род не предаем, мы наоборот его развиваем. Как же прекратится этот вирус, прекратится он и так далее. Уважаемые друзья мои, пожалуйста, занимайте позицию людей света. Какой вирус? О чем вы говорите? Хватит создавать панику, хватит нервничать, хватит истерить. Будьте людьми света, занимайте позицию безразличия, занимайте позицию внутренней радости. Займите наконец-то в своей жизни позицию радости, иначе так и проживете всю жизнь в горе. И ни одна эзотерика вам не поможет, ничего. Хватит уже тьме быть господином в этом мире. Что это такое? И богатые, и бедные, и верующие, и неверующие поклоняются этой тьме. Сколько это может продолжаться? Вирус, когда же закончится? Да не заморачивайтесь. Вы что сейчас, болеете вирусом, что ли? Это аж смешит, знаете уже, просто аж смешит.
Скорми птицам проблемы, они умирают, а чувствую вину, поэтому не скармливаю свои проблемы. Анастасия, а как вообще использование других методов убирания проблем? Как вообще другие методы? Ведь методов их множество. Там, со свечой я метод давал, там, уходи в дождь. Неужели нужно обязательно птиц этих убивать? У вас нет других идей, как это делать? Я знаю, почему вы задаете этот вопрос. Вы увидели просто кусочек этого вебинара в интернете, а вам необходимо просто заниматься профессионально этим. А профессионально это потратить время и изучить даже бесплатно выложенную первую ступень. Почему-то не хотите этого делать. Очень зря. Я желаю всем успеха. С вами был Андрей Андреевич Дуйко. Женя, можешь включить сейчас, чтобы была надпись моего сайта? Вот включи. Сейчас Евгений напишет адрес нашего сайта. И не убирай, пусть он будет.